Начало 2026 года в Японии ощущается по-другому. Теплая, но ощутимая атмосфера медленно, но верно окутывает экраны телевизоров, городские улицы и ленты социальных сетей. Имя Ким Тэ-хёна слышится повсюду, опять же, не просто упоминается, а произносится с глубоким восхищением. От гостиных, где люди смотрят телевизор, до шумных толп на станции Сибуя, лицо и аура Тэ-хёна, кажется, стали частью повседневной жизни японской публики. Без преувеличения многие местные развлекательные СМИ описывают этот момент как один из самых эмоциональных и запоминающихся периодов в отношениях Тэ-хёна с его поклонниками в Японии. Все началось с того, что рекламный ролик Paradise City с участием Тэ-хёна внезапно появился на национальном телевидении. Без громких объявлений или излишних тизеров, ролик появился из ниоткуда, но сразу же привлек внимание. Многие зрители признались, что сначала просто ждали следующей программы, но с первой же секунды были заворожены. Впечатляющие визуальные эффекты, мягкое, но роскошное освещение и спокойное, харизматичное выражение лица Тэ-хёна создали атмосферу, которую невозможно было игнорировать. Это была необычная реклама. Она ощущалась как короткий кинематографический ролик, наполненный живыми эмоциями. В японских социальных сетях появлялись комментарии с одним и тем же выводом: когда появляется Тэ-хён, трудно не обратить на него внимания. Любовь японских фанатов к нему не нова, но в начале 2026 года проявилась эмоциональная глубина, которая становилась все более ощутимой. Многие фанаты выразили мнение, что теперь видят в Тэ-хёне не просто мировую знаменитость, а фигуру, которая приносит им утешение. В его взгляде в камеру чувствуется спокойствие, а в его простых жестах – теплота. Именно это заставляет японскую публику, известную своей избирательностью и осторожностью по отношению к иностранным деятелям, так естественно открывать ему свои сердца. Прежде чем разговоры о рекламе Paradise City успели утихнуть, последовал еще один сюрприз. На станции Сибуя, одном из самых оживленных и символичных мест в Японии, на огромном рекламном щите было изображено лицо Тэ-хёна для молодежного бренда YMT. Тысячи людей, проходивших мимо каждый час, косвенно встречались с Тэ-хёном. Многие ненадолго останавливались, фотографировались, мягко улыбались и затем продолжали свой путь. Эта сцена мгновенно стала вирусной. Японские социальные сети были завалены постами с простыми, но эмоциональными подписями, такими как «Он в Сибуе» или «Такое чувство, будто я встретил человека, которого знаю очень давно». Интересно, что реакция японских фанатов на Тэ-хёна никогда не бывает громкой или чрезмерной. Все происходит спокойно, с уважением, но при этом наполнено смыслом. Многие фанаты писали, что его присутствие в крупнейших общественных местах Японии придало им позитивной энергии в начале года. Некоторые называли это символом хорошего начала, в то время как другие говорили, что почувствовали мотивацию, просто увидев его улыбку среди городской суеты. Здесь становится ясно, что любовь японских фанатов к Тэ-хёну выходит за рамки простого фанатства, это искренняя эмоциональная связь. Это явление становится еще более убедительным, когда японская публика также проявляет большую привязанность к другим корейским деятелям, особенно к Пак Саджуну и близкому кругу друзей Тэ-хёна. В Японии Пак Саджун широко известен как актер с теплым, дружелюбным и простым образом. Когда публика осознала, насколько близки Тэ-хён и Саджун, реакция стала еще более позитивной. Многие японские и корейские развлекательные издания начали подчеркивать динамику их дружбы, описывая ее как редкую и трогательную братскую связь бескровных уз. Тэ-хён и Пак Саджун часто изображаются как два идеально дополняющих друг друга человека. Тэ-хён со своей художественной чувствительностью и эмоциональной аурой, а Саджун с твердостью и теплотой старшего брата. Японской публике, похоже, нравится этот нарратив. На форумах и в комментариях многие пишут о том, как прекрасно видеть, как две выдающиеся личности поддерживают друг друга без конкуренции. Их считают примером здоровой дружбы в индустрии развлечений, часто полной давления и завышенных ожиданий. Положительное внимание получил не только Пак Саджун, но и более широкий круг друзей Тэ-хёна. Для японской публики видеть группу корейских деятелей, которые поддерживают друг друга, смеются вместе и растут вместе, кажется глубоко человечным. Это делает Тэ-хёна еще более любимым, потому что он предстает не только как мировая икона, но и как теплый человек, остающийся верным окружающим.
В различных интервью и обзорах японских развлекательных СМИ Тэхёна часто описывают как спокойного, но сильного. Ему не нужно много говорить, чтобы произвести впечатление, достаточно одного его присутствия. Это ясно отражено в двух крупных рекламных роликах, которые транслировались почти одновременно. Парадиси Сити показал его зрелую и эксклюзивную сторону, а УАМТ подчеркнул его мягкость и простоту. Эти две стороны лишь усилили любовь японских фанатов, поскольку они почувствовали, что видят Тэхёна более полно. Любовь японских фанатов к нему также очевидна в том, как они реагируют на каждую мелочь. От выражения его глаз и выбора одежды до цветовой гаммы рекламных роликов, все это обсуждается с большим энтузиазмом. Однако наиболее часто упоминается чувство, которое он оставляет после окончания рекламы. Многие говорят, что это тепло, которое трудно объяснить, как будто реклама обращается непосредственно к ним. Корейские развлекательные СМИ также с гордостью, но в непринужденной манере, осветили это явление. Во многих статьях описывается, как Япония, казалось бы, стала для Тэхёна грандиозной сценой в начале 2026 года, не в эффектном смысле, а благодаря элегантному и неизменному присутствию. История представлена не просто как коммерческое достижение, а как эмоциональное путешествие между артистом и его поклонниками. Что делает эту историю еще прекраснее, так это то, что Тэхён никогда не отдаляется от своих фанатов. Даже находясь на пике мировой популярности, он сохраняет простой и теплый образ. Японская публика высоко ценит это отношение, видя в нем человека, который не изменился, несмотря на всеобщее внимание. Пак Саджун также часто упоминается в японских СМИ как человек, помогающий Тэхёну оставаться приземленным. Их отношения считаются одним из факторов, позволяющих Тэхёну сохранять скромность. Для японских поклонников видеть, как эти две фигуры поддерживают друг друга, дает чувство комфорта и защищенности, создается ощущение, что Тэхён не одинок. Со временем многие наблюдатели в индустрии развлечений считают, что Япония станет одним из важнейших рынков для Тэхёна в 2026 году. Однако Япония, похоже, стала не просто рынком, а эмоциональным пространством, где его принимают всей душой. Любовь, которую ему дарят японские поклонники, не условна, а основана на искреннем уважении и восхищении. В социальных сетях поклонники из разных стран также ощущают теплоту японского отклика. Многие делятся отрывками из рекламных роликов, фотографиями рекламных щитов Сибуи и эмоциональными комментариями японских фанатов. Этот эффект домино вывел историю Тэхёна далеко за пределы одной страны, хотя Япония остается в центре внимания. Именно там эта любовь ощущается наиболее ощутимо. На фоне всего этого внимания Тэхён продолжает изображаться как спокойная фигура. Нет чрезмерного сенсационализма, нет противоречий, только постоянное и значимое присутствие. Именно поэтому многие корейские развлекательные СМИ описывают начало 2026 года как прекрасный период в его карьере, определяемый не только достижениями, но и углублением эмоциональной связи с фанатами, особенно в Японии. В конце концов, история Тэхёна в начале 2026 года – это не просто грандиозная реклама или огромные рекламные щиты. Это история о любви, которая естественным образом растет между артистом и его фанатами, любви, которая кажется теплой, зрелой и полной уважения. Япония, со всей своей избирательностью, показала, что Ким Тэхён не только принят, но и по-настоящему любим. И, возможно, в этом его главная сила – не только популярность или глобальное влияние, но и способность трогать сердце людей, независимо от языка, культуры и национальных границ. Начало 2026 года служит доказательством того, что любовь японских поклонников к Ким Тэхёну реальна, искренна и обречена на дальнейший рост с течением времени.